Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать теплый, удобный и красивый капор крючком. Очень удобная модель благодаря своим разрезам. И спереди у нас получается как бы манишка. Размер достаточно универсальный, благодаря шнуркам можно регулировать, поэтому подойдет на взрослый размер. Примерно для обхвата головы 54-58 сантиметров. Для этого капюшона будем использовать пряжу Alize Alpaca Royal. Здесь на 100 грамм 250 метров и в составе у нас 55% акрила, 15% альпака, 30% шерсти. Нам понадобится на этот размер 2 мотка полных. А пряжа у меня от магазина пряжа.су. Всем моим зрителям и подписчикам магазин дарит скидку 5% по промокоду, который вы видите на экране. Ссылку на пряжу я оставила в описании под роликом, поэтому переходите и заказывайте пряжу со скидкой. Также будем использовать крючок 3 мм для основного полотна и крючок 4 мм для шнурка. Также из дополнительных инструментов нам понадобится несколько маркеров и иголка. И теперь расскажу немножко о конструктивных особенностях и о том, как вообще мы будем с вами вязать. Если вы будете использовать другую пряжу, то можете ориентироваться на мою схему. Я там все подписала в сантиметрах, для того, чтобы вы относительно своей плотности вязания могли откорректировать количество петель и количество рядов. Как я уже говорила, размер достаточно универсальный, поэтому вы можете ориентироваться на мои параметры со схемы. Вязать мы будем одной большой деталью, но я ее разделила условно на 5 деталей, чтобы было удобно считать ряды. Отсчет по каждой детали будет начинаться заново. И сразу хочу уточнить, что количество рядов для каждой детали должно быть четным. Так как мы с вами будем делать различные разрезы, и чтобы они у вас совпадали по расположению со мной, то тогда делайте по каждой детали так же, как и я, четное количество рядов. В целом все, можем начать вязать. Берем пряжу и располагаем ее следующим образом. Придерживаем. Берем крючок 3 мм, заводим под нить и прокручиваем. Далее набираем цепочку из воздушных петель. Обязательно не забываем считать. Заводим крючок за нить, вытягиваем первую воздушную петлю. Вторая. Третья. Четвертая. При этом стараюсь делать среднее натяжение нити. И сейчас нам нужно набрать цепочку 50 сантиметров. То есть длина вот этой цепочки в расправленном состоянии должна быть 50 сантиметров. Набрали, получилось 96 воздушных петель. Теперь добираем 2 воздушные петли, это петли подъема. Первая, вторая. Далее мы будем с вами вязать полустолбики с накидом. Для этого делаем накид, отсчитываем третью воздушную петлю от крючка, первая, вторая, третья, и сюда вводим крючок. Вытягиваем рабочую нить, на крючке должно быть 3 петли, и мы их сразу провязываем. Далее опять накид, следующая воздушная петля, заводим крючок, вытягиваем нить, на крючке 3 петли, и мы их все провязываем. Опять накид, следующая воздушная петля, вытягиваем, провязываем. Таким образом продолжаем до конца ряда, то есть по всем воздушным петлям. Довязываем. 2 столбика осталось. Первый. И вот сюда последний. У нас сейчас должно получиться 96 полустолбиков с накидом и 2 воздушные петли в начале ряда. Вот они у нас.
Далее каждый ряд мы будем начинать с 2 воздушных петель подъема, поэтому здесь также их провязываем. Первая, вторая, поворачиваем вязание. Мы будем вязать поворотными рядами за заднюю полупетлю. То есть делаем накид, находим ближайший столбик, вот он у нас. И у него есть ближайшая к нам стенка и задняя стенка. Мы заводим крючок не за обе стенки, а только за заднюю. Вытягиваем рабочую нить и также провязываем полустолбик с накидом. Опять накид. Заводим крючок за дальнюю полупетлю. Провязываем полустолбик с одним накидом. Опять заводим крючок только за дальнюю полупетлю и провязываем. Таким образом у нас будет имитация резинки. Опять провязываем 96 полустолбиков с накидом. Поначалу столбики лучше считать, чтобы нигде не потерять какие-то столбики, особенно в начале и в конце ряда. Только за заднюю полупетлю. Вот так будет получаться, такая косичка идти. Довязываю последний столбик ряда. Вот где у нас находится петля. Все, второй ряд завершили, приступаем к третьему. Опять набираем 2 воздушные петли подъема, поворачиваем, накид, находим первый столбик и заводим крючок за дальнюю полупетлю. Провязываем все точно так же, то есть каждый ряд сейчас вяжется одинаково. Таким образом вяжем, пока ширина нашего полотна не достигнет 8 сантиметров. И сейчас нужно провязать вот такую полоску примерно 8 сантиметров. В рядах это 10 рядов. Если у вас другая пряжа, то здесь нужно учесть, что вот эта полоска, как я уже говорила, 8 сантиметров, и количество рядов должно быть кратно 2, для того, чтобы у нас нить от начала вязания была сверху, а нить от мотка была снизу. Мы сейчас будем вязать с вами уже немного иначе. Таким образом, 10 рядов у меня получилось. Дальше мне нужно провязать деталь поменьше. Она будет равняться 20 рядам, то есть 16 сантиметров. Теперь какое количество нужно петель отступить от верха, то есть сколько вот здесь нужно оставить. Мы берем наше количество рядов, которое нужно провязать. В моем случае это 20. Для 16 сантиметров нужно провязать 20 рядов. 20 я умножаю на 1,5, и у меня получается 30. То есть количество рядов нужно умножить на 1,5. При этом количество рядов, которые нужно провязать, также должно быть кратно 2. Поэтому я отступаю 30 столбиков. 1, 2, 3, 4 и так далее. На 30 ставлю маркер, то есть довязывать буду до маркера. Все, теперь приступаем уже, получается, к следующей детали, к боковой части нашего капора. Как обычно, набираю 2 воздушные петли, поворачиваю вязание. Сейчас буду вязать по 66 столбиков. 2 воздушные петли подъема мы не считаем. Сейчас довязываю до маркера, довязываю последний столбик, набираю 2 воздушные петли подъема и все, теперь поворачиваю, то есть после маркера уже не вяжу. Вяжу, как обычно, поворотными рядами, то есть меняется только количество столбиков. И теперь мы сейчас не сразу вот эти 20 рядов провязываем, а сначала вяжем 9. В 10 ряду у нас с вами будет разделение деталей для того, чтобы на боковой части нашего капора было разделение по шее. То есть здесь у нас будет разделение. Это мы будем делать в 10 ряду. Вы также максимально стараетесь сделать это посередине. Провязываем нечетное количество рядов и в четном ряду будем разделять, то есть когда будем возвращаться вниз по изделию. Поэтому я сейчас, соответственно, своему количеству рядов провязываю 9 рядов.
Все, провязала 9 рядов, готово. Теперь от низа изделия я отмеряю 12 сантиметров, что составляет 25 столбиков, и ставлю маркер. На этом месте у нас будет разделение на две части. Здесь зависит также от вашей шеи, то есть высоты вашей шеи. Можете вот так соединить детали, примерить на голову и посмотреть, где у вас заканчивается шея, там и поставить маркер. Теперь вяжем до маркера. 10 ряд сейчас у нас. Вяжем также по нашей схеме, но только до маркера. До маркера дошли, и теперь вместо того, чтобы провязывать дальше, мы набираем 25 воздушных петель. Сильно не затягиваю их. Первая, вторая, третья. То есть набираем такое же количество петель, какое количество столбиков мы отступили. Теперь дополнительно набираем 2 воздушные петли подъема. Первая, вторая, делаем накид, и в третью воздушную петлю от крючка начинаем вязать, подхватывая стенку воздушной петли. Довязываю, обязательно пересчитываем столбики, потому что можно потерять в начале или в конце ряда, когда вяжете по воздушным петлям. Вот здесь у нас находится последняя воздушная петля. Провязываю 25 столбик по воздушным петлям. Дальше делаем накид и уже вяжем за заднюю стенку предыдущего столбика, то есть как обычно. Это у нас с вами уже 11 ряд. И теперь довязываем ряд до конца. Далее разворачиваем и идем до вот этого фрагмента. Здесь мы будем делать прибавку в конце ряда. В каждом четном ряду сейчас будем их делать, поэтому там и встретимся. Довязываем. И вот здесь, где у нас самый последний полустолбик, мы сюда провязываем сейчас 2 полустолбика с накидом. То есть делаем прибавку. Первый провязали, сюда же в это же отверстие второй. Теперь в каждом четном ряду мы будем делать прибавку в конце ряда. В следующий раз в 14, 16, 18 и 20 ряду делаем такую прибавку. Теперь приступаем к 13 ряду, набираем 2 воздушные петли подъема, поворачиваем и провязываем точно так же. Прибавки здесь мы не делаем, только в четных рядах. Ну и все по такой логике вяжем до 20 ряда, включая 20 ряд. Провязали. Теперь у нас будет деталь подбородка и шеи, то есть вот эта часть, которая закрывает нашу шею, где лицо. Она будет узкая. И как определить, какое количество петель здесь нужно провязать? Мы с вами делали прибавки в каждом втором ряду и всего таким образом прибавили 5 петель. Теперь к тем петлям, которые мы отступали при разделении деталей, в моем случае это 25, прибавляем 5 прибавленных петель, получается 30. Поэтому я отступаю 30 петель. 30 петель мы сейчас и будем провязывать поворотными рядами. В сантиметрах сейчас это 15,5, но мы с вами продолжим сейчас прибавлять петли. Всего нам нужно провязать будет ширину 14 сантиметров. То есть ширина будет 14 сантиметров. До момента 7,5 сантиметров мы будем прибавлять петли. То есть у нас здесь будет дальше расширяться полотно. После того, как 7,5 сантиметров будет провязано, мы наоборот будем сужать полотно. То есть получится такой эффект манишки. Таким образом, отступила 30 петель, поставила маркер. Маркер стоит на 30 столбике. И начинаем заново отсчет. Всего нам нужно провязать 18 рядов. Для 14 сантиметров ширины провязываем 18 рядов. С 1 по 9 ряд мы делаем прибавки в каждом четном ряду.
во втором, в четвертом, в шестом и восьмом последнее. Дальше мы наоборот начнем делать убавки. Приступаем к первому ряду. Получается уже новые детали, поворачиваем вязание, вяжем до маркера 30 столбиков. Провязываю где маркер, набираю 2 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание. И в конце ряда делаю прибавку. Еще раз покажу, как ее провязываем. И в конце второго ряда делаю также прибавление. Все, надеюсь, понятно. То есть вяжем сейчас только вот эту часть. Делаем прибавки до 9 ряда. Последняя прибавка в 8 ряду получается, потому что в четных рядах делаем прибавки. И дальше довязываем 9 ряд. Все, готово у меня 9 рядов нашей, получается, третьей детали. И мы с вами уже провязали половину нашего капора. Сейчас будем вязать все в обратном порядке. Немного подытожу про прибавки. По вот этой части мы с вами сделали 5 прибавок, то есть 5 петель прибавили. По вот этой части мы прибавили 4 петли. Соответственно, когда мы сейчас будем наши детали зеркалить, нам нужно по вот этой части убавить 4 петли. И дальше, когда будем провязывать такую же деталь, мы также будем делать убавки. Нам нужно 5 петель будет убавить. То есть желательно прописать себе ряды, где вы будете убавлять, чтобы количество прибавок и убавок было одинаковым. И сейчас 10-11 ряд мы будем провязывать без изменений, без прибавлений и убавлений. Они у нас будут центральными. А уже начиная с 12 ряда будем приступать к убавлениям. Ряды с убавками я подписала. Для того, чтобы уравнять ряды с прибавлениями и убавлениями, мы сейчас провяжем 2 центральных ряда. 10 ряд довязываю, прибавления не делаю. 2 воздушные петли подъема и разворачиваюсь на 11 ряд. Тоже здесь никаких изменений нет. И приступаем к 12 ряду. И здесь вяжем практически до конца, оставляя 2 столбика в конце, там мы будем делать убавку. Дошли до 2 крайних столбиков, приступаем к убавлению. Убавка делается всегда одинаково. Делаем накид, заводим крючок за первый столбик, за дальнюю стенку и за второй. Вот таким образом вытягиваем рабочую нить, на крючке 3 петли, мы их провязываем. Теперь 2 воздушные петли подъема и поворачиваем. Все, провязали 18 рядов, и теперь нам нужно обратно вернуться к вот этой части. Для этого мы сейчас будем набирать воздушные петли. Какое количество нужно набрать? Можно посчитать по вот этим столбикам, а так в нашем случае это 41. То есть после того, как мы отделили вот эту деталь, у нас осталось 66 столбиков. Дальше вот здесь мы отделили, и у нас остался 41 столбик. Соответственно, сейчас берем нить. Можно от другого мотка, можно из этого мотка взять только изнутри. И набираем 41 воздушную петлю. Я уже набрала. Теперь берем нашу деталь и будем присоединять. Для того, чтобы сейчас начинать первый ряд, у нас уже были готовы воздушные петли. Поворачиваем вот таким образом, заводим крючок за петли подъема. Не за столбик, а именно за петли подъема, за вторую петлю. И делаем соединительный столбик. Вот таким образом вытягиваем и обрезаем нить. То есть вот здесь ниточку обрезаем, и обязательно ее нужно будет закрепить. Все. Готово. Теперь мы будем приступать к первому ряду вот этой боковой детали. Приступаем к первому
ряду. И здесь также опять в каждом втором ряду, во втором, в четвертом, шестом и восьмом мы будем делать убавку. А в 10-м у нас будет вот это разделение. Поворачиваем и вяжем сейчас до воздушных петель. Дальше скажу, как по воздушным петлям вязать. Теперь заводим крючок за первую воздушную петлю, за дальнюю ее стенку. Вот у нас первая воздушная петля. Вот здесь это узелок. Первая воздушная петля вот где находится. За дальнюю стенку. Столбики по воздушным петлям, которые вяжете, лучше потом пересчитать. Готово. Набираем 2 воздушные петли, подъема, поворачиваем. И это у нас второй ряд. Не забываем делать здесь убавку. Ряды с убавками я опять же вам подписала. То есть мы сейчас вяжем вот эту часть. Дальше опять будем делать разрез. Всего вяжем 9 рядов поворотных. И не забываем про убавление. Провязала 9 рядов. Примерно уже сейчас видны очертания. И приступаем к 10 ряду. Отступаем от низа 25 столбиков, ставим маркер на 25. То есть мы сейчас уже должны были вернуться к нашим 66 столбикам. Вот здесь, которые были после того, как мы боковую часть начали вязать, у нас был 66, и сейчас должно быть 66. То есть отступаем 25 и 41 сейчас будем провязывать. 10 ряд это у нас. Вяжу до маркера. Довязываем. И набираем 25 воздушных петель. Набрали, повернула вязание, и теперь будем провязывать 11 ряд. Добираем дополнительно 2 воздушные петли подъема. И начинаем провязывать 3-ю воздушную петлю от крючка. 1, 2, 3. И сейчас мы, получается, вяжем в обратном порядке, поэтому дальше нам нужно провязать 10 рядов по 66 столбиков. То есть здесь никакие прибавления, убавления не делаем. Довязываем 11 ряд и дальше еще 9. То есть получается, вяжем сейчас вот эту часть, где у нас не было изменений. Всего должно получиться на вот этой боковой части 20 рядов. Мы сейчас на 11. Все, готово. 20 рядов. Вот так получается. Дальше мы будем с вами провязывать последнюю деталь. Увеличим количество здесь петель. То есть нам нужно вернуться в начальное количество. Для этого мы вот здесь отступали 30 столбиков, а сейчас наоборот набираем цепочку из воздушных петель, равную 30. Я уже набрала, также ее присоединяем. У нас сейчас рабочая нить находится внизу, мы как раз будем потом провязывать наверх. И сейчас находим воздушную петлю подъема, не столбик, а именно воздушную петлю. И делаем соединительный столбик. Вытягиваем нить, обрезаем. Не забываем потом их закреплять. Обрезали, вытягиваем. Теперь нам нужно для последней детали провязать 10 рядов. То есть как мы вязали с вами в начале, 10 рядов. Доходим сейчас до воздушных петель. И в этом ряду у нас должно получиться 96 столбиков. Находим первую воздушную петлю, поворачиваем их к нам. Вот она. Именно первая воздушная петля, а не соединительный столбик.
Все, петли развернулись, дальше продолжаем вязать. В этом ряду лучше пересчитать количество столбиков. Ну и далее довязываем по воздушным петлям и разворачиваемся. Здесь мы опять же никакие прибавления, убавления не делаем. Вяжем поворотными рядами 10 рядов. Сейчас первый довязываем. Провязала 10 рядов, и получается мы полностью сейчас деталь с вами завершили. Вот так это выглядит. Теперь деталь нам нужно соединить между собой. Нить от вязания находится снизу, и ей мы сейчас будем делать вот этот вот шов. Для этого берем деталь и вот таким образом разворачиваем. Это у нас изнаночная сторона. Сейчас будем соединять самую длинную часть. Шов у нас будет находиться на лицевой стороне. Берем рабочую нить и набираем одну воздушную петлю. Далее соединяем две детали и будем делать шов. Заводим крючок за переднюю стенку столбика, на другой стороне за воздушную петлю, которую мы с вами набирали в самом начале вязания. И делаем соединительный столбик, протягиваем нить через все 3 петли на крючке. Сильно здесь не затягиваем. Опять передняя стенка, на другой стороне воздушная петля и соединительный столбик. Передняя стенка, на другой стороне воздушная петля, одна из ее стенок, и делаем соединительный столбик. Продолжаем так до самого конца. Все, завершила. И теперь здесь мы нить не обрезаем, просто вытягиваем побольше. Дальше мы будем с помощью этой нити делать резинку по окантовке нашей, где лицо. Но для начала нам нужно, вот так сейчас выглядит, соединить, чтобы у нас получился уже как бы капюшон. Вот эти боковые части. Для этого нам нужно вывернуть деталь на изнаночную сторону, так как соединять мы будем на изнаночной стороне. Теперь берем новую нить. Я сейчас вяжу нитью изнутри мотка, а для того, чтобы соединить, возьму нить от конца мотка. У нас с одной стороны здесь воздушные петли по вот этой детали, а с другой стороны столбики. Но принцип здесь один и тот же соединение. Мы оставляли с вами 30 столбиков, и здесь у нас 20 рядов. Соединять мы будем таким образом. Завожу крючок в край, набираю воздушную петлю. Теперь с одной стороны подхватываю столбик, с другой стороны первую воздушную петлю и делаю соединительный столбик. Теперь завожу крючок вот здесь между двух столбиков, где косичка. На другой стороне подхватываю следующую воздушную петлю. Делаю соединительный столбик. Далее подхватываю следующий столбик, воздушную петлю. Теперь следующий столбик, воздушную петлю. Далее заводим крючок, где вот эта косичка. И за воздушную петлю.
Теперь за столбик. Еще раз за столбик, уже за следующий. Вот сюда, где косичка. И так продолжаем. Завершил шов, обрезаем нить. И сейчас покажу, как закреплять нити и прятать их. Так нужно будет сделать со всеми имеющимися нитками. Подхватываем столбик. И дальше прячем нить в полотне на изнаночной стороне. Можно делать еще один узелок, и если пряжа достаточно скользкая. И вот такой шов получается на лицевой стороне. Теперь нам то же самое нужно сделать по вот этой стороне. Также подхватываем столбик, далее косичку, столбик, столбик, косичку, столбик, столбик, косичку. А с этой стороны нам нужно, у нас здесь столбики, изнаночная сторона у нас, и здесь мы подхватываем дальнюю стенку столбика. Или обе, или только дальнюю, чтобы на лицевой стороне у нас была симметрия двух сторон. На другой стороне за столбик. Соединительный за дальнюю стенку. Теперь где косичка, дальше за столбик, за следующий столбик. Также продолжаем до конца. Нить также обрезаем. Все, теперь можно приступать к резинке. Для этого опять выворачиваем уже на лицевую сторону. И для удобства все нитки лучше сразу спрятать. И обрабатывать резинкой мы начнем по часовой стрелке. Вот таким образом. И вернемся обратно. Теперь набираем цепочку из воздушных петель. В моем случае это 10. Для того, чтобы у нас резинка была 6 сантиметров. То есть вот эта вот цепочка из воздушных петель должна равняться 6 сантиметрам. 5, 6, 7, 8, 9, 10 воздушная петля. И набираем одну воздушную петлю подъема. Далее мы с вами будем вязать столбики без накида. Заводим крючок во вторую петлю от крючка. Вытягиваем рабочую нить на крючке 2 петли, провязываем их. Далее за следующую воздушную петлю заводим крючок, вытягиваем, провязываем. То есть должно получиться 10 столбиков без накида. Теперь присоединяем к нашему полотну. Сейчас мы будем присоединять за столбик и следующий столбик. Далее за вот эту косичку и столбик. То есть мы здесь только учитываем столбики и вот эту вот косичку. То есть заводим крючок за первый столбик и делаем соединительный столбик. Находим следующий, делаем соединительный столбик. Делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Приступаем ко второму ряду нашей резинки. Заводим крючок за дальнюю стенку первого столбика без накида и провязываем столбик без накида. Всего опять их должно получиться 10.
10. Воздушная петля подъема. Развернули. В другую сторону провязываем опять 10 столбиков без накида. И будем присоединять к нашему полотну. 10 столбик. Теперь в предыдущем ряду мы присоединяли за столбик. Теперь присоединяем за вот эту косичку, делаем соединительный столбик, и за следующий столбик нашего полотна делаем соединительный столбик. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем и в обратном порядке начинаем провязывать 10 столбиков без накида. Далее 10 столбиков в другую сторону. Теперь присоединяем за следующий столбик и где косичка. По такой логике сейчас присоединяем до вот этого стыка. По верхней части завершила. Теперь будем присоединять к боковой детали. Здесь мы будем делать 2 соединительных столбика. И сейчас находим первую воздушную петлю, делаем соединительный столбик, вторую воздушную петлю, также делаем соединительный столбик, воздушная петля и поворачиваем. То есть здесь сейчас даже проще, когда находитесь у боковой детали, делайте 2 соединительных столбика и начинаете провязывать ряд. Так делаем до низа, то есть по всей боковой детали. А на вот этой части мы будем делать отверстие для шнурка, поэтому ее пока не обрабатываем. Провязала по вот этой боковой части полностью и дошла до момента, где у нас будет располагаться подбородок. И здесь нам нужно будет сделать в этой резинке отверстие, чтобы потом вставить шнурок. Для этого я по вот этой части отступаю с одной стороны 5 рядов, 1, 2, 3, 4, и на 5 ставлю маркер. С другой стороны также отсчитываю 5 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, ставлю маркер. Когда мы будем присоединять здесь резинку, нам нужно будет сделать отверстие для шнурка. Дохожу до 5 ряда сейчас. Также приступаем к присоединению. Здесь подхватываю сначала вот эту косичку, потом ряд. 1 воздушную петлю не забываем. Дошла до маркера, присоединяю за косичку, дальше за столбик. 1 воздушная петля, и теперь у нас с вами 10 столбиков. Мы провязываем сначала 2, 1, 2, далее набираем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и с 4 начинаем провязывать. У нас получается вот такое отверстие. Поворачиваем. Вяжем до воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 столбик. Теперь заводим крючок за эти воздушные петли и провязываем 1 столбик, 2, 3, дальше 2 столбика довязываем, 1, 2, после чего начинаем как обычно. Теперь вяжем до следующего маркера и там делаем такое же отверстие. Далее доходим до угла.
Все, второе отверстие тоже сделала. И теперь переходим к другой части. Я здесь за ряд прикрепила. Дальше подхватываем за обе стенки столбик. И разворачиваем. То есть здесь нам нужно будет подхватывать столбик за обе стенки, делая соединительные столбики. Теперь самостоятельно обрабатываем по вот этому краю и по верху, то есть до конца уже. Провязали, теперь нам здесь нужно резинку соединить. Прикреплять мы уже не будем, заканчиваем со стороны открытого края, делаю одну воздушную петлю и теперь присоединяю. Заводим крючок за переднюю полупетлю, на другой стороне за воздушную петлю, делаем соединительный столбик. Продолжаю по всей резинке. Теперь вытягиваем нить, и нам нужно оставить достаточно длинный кончик для того, чтобы сейчас пришить всю резинку. Обрезаю, вытягиваю из нашей петли. Далее заводим эту нить в иголку и вывожу нить на изнаночную сторону. Теперь нам нужно согнуть вот таким образом резинку, ориентируясь здесь на шов, и пришить резинку между собой. То есть подхватываем полотно с одной стороны и с другой стороны. Стараемся, чтобы резинка лежала здесь ровно. Это можно прослеживать по лицевой стороне. И вот таким образом, не спеша, пришиваем всю окружность резинки. Все, полностью пришили резинку. Далее закрепляем нить, прячем ее в полотне. Теперь обработаем край изделия по низу полностью, где шов. Присоединяем сейчас нить и обрабатывать будем столбиками без накида. Прикрепляем нить, набираем одну воздушную петлю и теперь захватываем ряд, делаем столбик без накида. Далее следующий ряд. При этом нить прячу внутри столбика, чтобы ее потом не прятать. Теперь где косичка? Опять ряд. Следующий ряд. Там, где косичка. Довязала до угла. И теперь там, где угол, провязала сюда один столбик и еще один для того, чтобы как бы у нас был заворот. После чего, захватывая обе стенки столбика, здесь у нас идут столбики, начинаем провязывать столбики без накида. За обе стенки подхватываем. Это у нас вырез наш. Далее у нас вот здесь такой переход. Здесь также подхватываем ряд. И далее начинаем подхватывать воздушные петли. Также за каждую воздушную петлю провязываем столбик без накида. Теперь идем вниз. Далее по такой же логике, как мы провязывали с этой стороны, провязываем по краям. Не забываем в углах делать по 2 столбика. И так по всему краю изделия. Когда завершили обработку, обрезаем нить, выводим на изнаночную сторону и там закрепляем. Теперь приступаем к вязанию шнурка. Я буду вязать в 2 нити. И сейчас покажу,
как очень легко его связать. Беру для этого крючок 4 мм, набираем 2 воздушные петли. Первая, вторая. Теперь в первую воздушную петлю ввожу крючок, вытягиваю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Теперь заводим крючок вот сюда, вот в эту перемычку от столбика без накида. Вытягиваем рабочую нить, и у нас опять 2 петли на крючке. Мы их провязываем как столбик без накида. Опять завожу крючок вот в эту перемычку от столбика без накида. Вытягиваю, провязываю. Заводим крючок вот в эту перемычку, вытягиваем, провязываем. И так вяжем на необходимую длину. У меня получился шнурок где-то 100 сантиметров, но вы можете по ходу вязания этого шнурка начать его вставлять с помощью булавки в отверстие и уже самостоятельно регулировать длину шнурка. Все. После того, как завершите шнурок, то нужно будет вот эти нитки в полотне спрятать точно так же, как мы с вами уже прятали нитки. И вот такой капюшон у нас получился, очень удобный и теплый. А если мастер-класс вам понравился, то не забывайте поддерживать его лайком и комментарием. Всем до скорых встреч!